Сразу после Рио мы полетели не куда-нибудь, а в Европу. И не просто в Европу, а во Францию, в Париж. Хоть мы в свое время сами по себе успели побывать в Европе, я в Италии и Швейцарии, а Джульетта в Англии, это была наша первая семейная поездка туда. Летели мы с одной пересадкой, и как вы уже могли догадаться, пересадка была в бразильском Сан-Паулу. Складывается ощущение, что все авиадороги в Южную Америку и из нее проходят именно через этот город. Мы там были уже раз 6, правда каждый раз только в аэропорту. Это аэропорт Орли в пригороде Парижа. Мы сняли дом тоже здесь, в Орли. Ну а собственно, почему именно Франция и Париж? Во-первых, там живет мой старый друг Рамазан, с которым мы давно не виделись. И во-вторых, билеты туда оказались одними из самых дешевых. Он, кстати, живет на юге Франции, но ради встречи с нами приехал прямо в Париж. Все, мы прилетели. Тарел встретился со своим другом. Приехали. Вот такая вот деревушка, скажем так. Мы сняли дом. Аэропорт, кстати, находится в пригороде Парижа коммуне Орли. В этом городке мы сняли уютный домик на сутки. После перелета это было просто спасение. Душ и небольшой отдых. Второй этаж еще есть. Кухня такая. Так, вот у нас одна спальня. Шкафчик небольшой. Тут ванная, душ, ну просто душ. Еще одна спальня, еще есть детская кроватка. И вот такая дверь. Так, кухня, холодильник. Здесь, кстати, кажется, еще одна ванная. А, нет, здесь просто вся машина. Тут такое маленькое место. Такой домик обошелся в $115. А хозяин дома еще и угостил нас черешней прямо со своего сада. Вера сразу из душа вышла и ест черешню первую. Можно сказать, такая еще не дозревшая. Хозяин дома зашел и угостил нас. Он живет тут рядом, напротив. Так, мы застряли где-то в пригородах Парижа. Где мы, неизвестно. Но красиво. Наверное, во Франции нет такого места, где некрасиво. Может, где-то есть, но надо искать. Но самое интересное, на весь Париж у нас было полдня. Поэтому, долго не думая, слегка придя в себя, мы сели на электричку и поехали в центр. Мы вышли на станции недалеко от Эйфелевой башни. Прямо у выхода из метро была ярмарка с французской выпечкой. Джульетта сразу захотела попробовать. Мы ее, конечно, купили, но сами решили воздержаться, потому что маленький крендель стоил целых 7 евро. Идем мы между домами, и вдруг она начинает появляться постепенно. Эйфелева башня. И вот этот момент, когда ты видишь ее впервые вживую, он запоминается, конечно, навсегда. Кстати, всегда вызывало удивление тот факт, что ее вообще не планировали оставлять. Ведь башню построили как временную конструкцию к выставке 1889 года и хотели разобрать через 20 лет. Но в итоге она стала символом Парижа.
Мы дошли до набережной и, конечно же, начали фотографироваться на фоне башни. Вот он, Париж. Знаменитая Эйфелева башня. Наконец и мы тут побывали. Ну, надеюсь, это не последний раз. Да, Первый и не последний раз. да. Потом прошли чуть дальше и нашли интересное место. После Олимпиады на мосту оставили конструкцию с олимпийскими кольцами, и там стояла очередь из желающих сфотографироваться. Ну и мы, конечно же, тоже присоединились. Так, стоим в очереди, чтобы сфоткаться с олимпийскими кольцами Эйфелевой башни. И тут в очереди встретились с нашим соплеменником, аргентинцем, который живет в Тукумане. Он попросил сфоткать его. Я ответил на испанском, и так мы разговорились, узнали, что мы из одной страны. Вот так вот можно встретиться в Париже. Аргентинцы друг друга чувствуют. Да. Очень много ребят в своих национальных костюмах. Видимо, есть такая традиция фотографироваться возле Эйфелевой башни, вот с этой точки, где вот олимпийские кольца в национальных костюмах. Мы идем дальше. Следующая точка – Триумфальная арка. Очень красивое и величественное сооружение. Стоишь рядом и понимаешь, что фотографии не передают масштаб. Это, между прочим, самая большая триумфальная арка в мире, почти 50 метров в высоту и почти 45 метров в ширину. Строительство началось в 1806 году по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его великой армии. Но история у арки непростая, сам Наполеон не дожил до конца строительства. Оно завершилось лишь в 1836 году, уже при короле Луи Филиппе. И последняя точка нашего короткого парижского дня – Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери. Его начали строить в 1163 году и завершили лишь спустя 182 года, в 1345. Почти 2 века. Это огромное здание длиной 130 метров, способное вместить более 9000 человек одновременно. И при этом невероятно изящно.
Готические башни, химеры, витражные розы. Каждая деталь – отдельная история. Да, работы пока еще не завершены полностью. Ну, конечно, здание впечатляет. Очень красиво. Нотр-Дам был главным символом Парижа задолго до Эйфелевой башни. Здесь короновали и венчали французских королей. Здесь заседал первый парламент Франции. Это не просто собор, это сердце города. Париж произвел на нас сильное впечатление и очаровал нас даже за один неполный день. Правда, сразу оговорюсь, это лишь первое впечатление, мы успели увидеть лишь несколько туристических мест. И, конечно, туристический Париж – это далеко не весь Париж. Наверняка за пределами открыточных кварталов город может быть совсем другим. Но то, что мы увидели, выглядит цельным, аккуратным. Все выдержано в едином стиле, и при этом каждый дом красив по-своему. В этом он, конечно, отличается от Буэнос-Айреса. Там, рядом со старинным особняком, может стоять современная бетонная коробка. Но, пожалуй, именно в этих контрастах и живет настоящая красота Буэнос-Айреса. Город не притворяется, он живой, настоящий, такой, какой есть, со всеми своими противоречиями и слоями времени. На следующее утро мы отправились в другую Францию, туда, где она уже была больше похожа на Германию. Наш маршрут лежал на северо-восток, в регион Эльзас, в небольшой город Мюлуз, рядом со Страсбургом. Выбрали этот путь не случайно, улетали мы из Цюриха, и отсюда было удобнее всего добраться до аэропорта. Ехали на машине, и это было отдельное удовольствие. Бесконечные зеленые поля, идеально ухоженные дороги, маленькие деревушки, как будто сошедшие с открытки. И у меня даже сложилось ощущение, во Франции можно ткнуть пальцем в любую точку на карте, и там все равно будет красиво. Мы просто ехали, смотрели в окно и наслаждались моментом. Ну что, наше приключение во Франции продолжается. Мы сейчас застряли где-то между Парижем и Страсбургом, на половине пути. Решили чуть-чуть передохнуть, свежий воздух, немножко подышать свежим воздухом. Вот такие тут прекрасные поля и ветровики. Катаемся по Франции. Чем дальше мы двигались, тем сильнее менялось ощущение страны. Эльзасский регион начал проявляться. Эльзас – один из самых уникальных регионов Европы. Он столетиями переходил от Франции к Германии и обратно. И в итоге стал чем-то третьим. Здесь говорят на эльзасском диалекте, который не совсем французский и не совсем немецкий. Здесь своя кухня, своя архитектура, свои традиции. И что важно, местные не называют себя ни французами, ни немцами, они эльзасцы, со своей отдельной идентичностью, которую очень берегут. Идем заселяться в нашу квартиру в Мюлузе. Сейчас
Сейчас Дарьял покажет. Так, в общем, вот такие habitación, да? Что тут у нас? Диван, кресло такое уютное с пледиком, как ты любишь. Можно пить чай, кофе с круассанами. Так. Здесь кровать. Здесь. Ой. Здесь кухня, да? Угу. Ну что же. Все уютненько, миленько. Миленько, да. И вот так. Как определить, что ты не в Аргентине? Нету биде. Цивилизация еще не дошла до Европы. В Аргентине уже есть. Так, ну что, все. Тебе нравится, Ира? Да. Все, тогда ложь. Мы направляемся в центр города Мюлуз. Мюлуз. Такой небольшой городишко. Но, как и все городишки во Франции, очень красивый, очаровательный. С такой разной архитектурой старой. Сейчас нам идти где-то минут 20 до центра города. Сегодня воскресенье. В городе полная тишина и покой. В этом смысле очень похоже на Байрес. И вот он, Мюлуз, небольшой город на северо-востоке Франции. Тихий, аккуратный, без суеты. Никакого туристического шума, просто чистые улицы, уютные кварталы. У этого города интересная история. В свое время Мюлуз был одним из самых главных промышленных центров Франции, особенно в текстильной промышленности. Его даже называли французским Манчестером. Город упоминается еще с римских времен, где в 1275 году получил статус римского города, а в 1375 году получил статус свободного города. По-немецки «мюле» переводится как «мельница». Отсюда и появилось название города, где стояла мельница между несколькими домами на немецком «хаус», принадлежавшими Страсбургскому аббатству святого Стефана. И в центре города возвышается храм святого Стефана, построенный в его честь. Протестантская церковь со шпилем высотой почти 97 метров. Стера, поезд, говорит, подожди, поезд. Гуляя по городу, честно говоря, чувствуешь себя очень спокойно, безопасно. После Буэнос-Айреса это все-таки ощущается. Люди здесь приятные и вежливые, но не такие открытые и теплые, как аргентинцы. Другой темперамент, другой ритм. В общем, мы просто гуляли без всякого плана, никаких must-see. А Ирка бегала и радовалась всему вокруг. Вот оно, лето в Европе. Утка в капюшонах. Вечером плюс 15. Сейчас, кстати, время 21:30. Вот так вот, в принципе, светло еще. Да, как будто в Питере. Мы вышли из дома, чтобы пойти в какой-нибудь ресторан, кафе эльзасской кухни. Отведать местных. Но проблема в том, что сегодня воскресенье, и многие места закрыты. Вот, в том числе магазины, супермаркеты. Некоторые работали там до 6, до 7, но практически все были закрыты сегодня. Так что те, кто жалуется на график в Аргентине, в Буэнос-Айресе, здесь еще с этим хуже. Дарья жалуется, что когда я снимаю, не подправляю его. Да, надо следить за своей второй половиной, чтобы он был всегда хорошо выглядел. Опрятно.
Поезд, да. Сейчас на поезде поедем. Ура! Дай мне руку, Тин. Дай мне. Куда мы поедем? В Страсбург. После Мюлуза мы сели на электричку и поехали в Страсбург. Дорога заняла совсем немного, но то, что нас ждало, стоило любого расстояния. Приехали в Страсбург, выходим в город. Страсбург – это город с тысячелетней историей. Первые упоминания о нем относятся к 1 веку, тогда под именем Аргенторат, почти как Аргентина звучит. Он был одним из пограничных городов Римской империи, потом франки. Средние века, Франция, Германия, снова Франция. Этот город переходил из рук в руки столько раз, что, кажется, впитал в себя всю историю Европы. Кстати, именно здесь, в Страсбурге, в 1792 году впервые прозвучала «Марсельеза», будущий гимн Франции. Сегодня здесь находится Европейский парламент, Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Город, который сам по себе стал символом примирения между народами. Но все это цифры и факты, а вживую Страсбург ощущается совсем иначе. Мы вышли из электрички и сразу оказались перед большой красивой площадью, площадь Республики, центр так называемого немецкого квартала города. Когда в 1870 году Страсбург отошел к Германии, здесь началась масштабная застройка в имперском стиле. Появились Рейнский дворец, университет, библиотека. В 2017 году весь этот квартал был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоишь посреди площади и чувствуешь эту историческую мощь. Да, Страсбург очень красивый город. И вот отсюда мы пошли вглубь города. Исторический центр Страсбурга – это остров, омываемый рекой Иль, тоже внесенный в список ЮНЕСКО. Узкие улочки, фахверковые дома. Интересно, с какого года А обычно пишут, кстати. И в какой-то момент мы вышли к собору. Страсбургский собор Девы Марии. Вот здесь слова заканчиваются. Вот это храм тут вырастает. Какой красивый собор. Вы только посмотрите. Это просто... Впечатляет, да? Он резко появляется, и вот это вот просто сказка какая-то, натуральная сказка. Просто. Мы сейчас поближе подойдем, конечно, чтобы это все увидеть еще ближе, но это просто что-то очень красивое.
Строительство началось в 1015 году и завершилось лишь в 1439. 4 с лишним века. Несколько поколений архитекторов, которые никогда не видели результата своего труда. Высота башни 142 метра, и на протяжении 227 лет, с 1647 по 1874, он был самым высоким зданием в мире. По сей день это самое высокое сооружение, полностью построенное в средние века. И еще один удивительный факт. Южную башню так и не построили, и собор остался асимметричным. Но именно эта асимметрия делает его особенным, не идеальным, а настоящим. Стоишь рядом и просто не можешь оторваться. Сотни фигур, тончайшая резьба, розовый песчаник, из которого он весь сложен. Смотришь минуту, потом еще, и каждый раз замечаешь что-то новое. Честно, он впечатлил нас даже больше, чем Нотр-Дам-де-Пари. При всем уважении к Нотр-Дам. Мы зашли внутрь. Как тут красиво. Очень красиво. Тут, видимо, какие-то экскурсии, да? Все в наушниках. После собора мы наконец добрались до канала. Квартал Петит-Франс, Маленькая Франция, бывший район мельников, рыбаков и кожевников. Сегодня выглядит как декорация к идеальной сказке. Старинные фахверковые дома прямо над водой, крытые мосты, тишина. Мы просто шли и смотрели, без плана, и все вокруг было красиво. Там же попробовали настоящую эльзасскую кухню, луковый суп, утка по-эльзасски и вишневый десерт. Все было очень вкусно. Мы пришли отведать эльзасскую кухню. Во многих блюдах используется свинина, бекон, точнее. И наш выбор, честно говоря, ограничен.
Это у нас луковый суп. Луковый суп. Так. Известная французская тема. А это у нас утка, запеченная под картошкой и салатом. Ну, давай попробуем. Тоже прекрасно, попробуем. Сейчас еще принесут нам еду, да? На. Горячий, да? Вкусно? Верке понравилось. Ну-ка, а вам? Вкусно. Ты знаешь, как будто как домашний суп. Вкусно. Понял. Так, нам принесли кофе и торт. Это что за торт, как был? Черный лес. Черный лес, черный лес, да. И Верка уже готова. Ждет Вкусировать. торт. Прямо с нетерпением, не знаю, плачет. Давайте я тоже попробую. Ну что, Ера, Рика? Си? Супер! Покажи, как супер. О, вот так супер. Ну, Ира, тебе печеньки. Мы бежим на вокзал. Чтобы поехать домой. Да. А вот это внутри вокзал. Очень красивый. Смотрите, старая постройка сохранилась, а сверху сделали вот такое стеклянное ограждение. Стеклянную, как сказать, крышу как. Красивый вокзал, действительно. В общем, Страсбург нам очень понравился. Терел. А тебе? да, очень красивый город. Такой сказочный, как будто из сказок Кристиана Андерсена или братьев Гримм. Сразу как будто ты вот перемещаешься в волнении. Да. Парк там? Да. Едем на поезде в Цюрих. Да, Тарел? Тарел, тебя не видно, чек. Тарел устал. У нас много чемоданов. Вера, тебе нравится? Да. В итоге Франция нам очень понравилась. Да, поездка была короткой и местами сумбурной, но она стала для нас особенной. Это было что-то большее, чем просто путешествие. Знаете, когда получаешь аргентинское гражданство, это меняет многое, в том числе и то, как ты можешь двигаться по миру. Европа, которая раньше требовала месяцев подготовки, виз, очередей и неопределенности, теперь просто открыта. Садишься и едешь. И вот эта поездка стала для нас первым таким опытом, первым путешествием в Европу, уже совсем по-другому, легко, свободно, без барьеров. Честно говоря, это ощущение сложно описать словами, просто можешь, и это само по себе уже очень много. Так что Европа — это точно не последний раз. А что будет дальше, посмотрим.